Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. За последнее время на нашем канале прибавилось очень много подписчиков, и это связано прежде всего с тем, что мой друг Иван снял для вас целую серию фильмов про феномен казахов. Они так сильно понравились зрителям, что суммарно набрали более 1 миллиона просмотров, а зрители в комментариях хотят продолжения. И пока Ваня готовит очередной хит, мне бы хотелось познакомиться с новыми зрителями канала и кое-что вам рассказать. Совсем недавно мне посчастливилось побывать в Турции. Это было поистине захватывающее приключение. За 2 месяца пребывания в курортном городе Алания я снял бесчисленное множество интересных сюжетов и обрел новых друзей. По возвращению из Турции само собой встал вопрос подарков. Я думаю, вы догадываетесь, что жена, которая отпустила мужа в Турцию на 2 месяца, и подарков ждала соответствующих. Прогуливаясь по улочкам Алании, подарки нашли меня сами собой. Этот подарок так сильно понравился моей жене, что мне захотелось сделать рекламу отличным парням из Турции. Досмотрите этот ролик до конца, и подарки вам тоже достанутся. Гуляя по одной из центральных улиц Алании, я познакомился с Елмазом и Эмином. Они оказали мне не только радушный прием в своей стране, но и помогли решить проблему с выбором подарка для жены. Шагая по шумной улице, меня поприветствовал опрятный мужчина и предложил посмотреть на его товар. Решив сравнить цены с Россией, я оказался в магазине обуви, где по счастливой случайности работала русскоязычная девушка Фатима. Sport, Hoca, What is your name? Yılmaz. Yelmas? Evet. Sasha, Санкт-Петербург. Nice to meet you. Nice to meet you. My Russian чуть-чуть. Russian чуть-чуть. Yes. Fatma is help to you. О, тут что, русскоговорящий есть, что ли? Говорящий есть. Привет. Как тебя зовут? Фатима. Фатима, да? А ты, получается, в этом магазине работаешь? Да. Слушай, классно. А давно? Уже скоро год будет. Она быстро рассказала мне про магазин, который специализируется на натуральной кожаной обуви, и показала весь ассортимент. То, что я сейчас смотрю, это всё новое? новое. Это прям новое. Мгм. Это 2021 год, получается, да? Больше всего меня удивило то, что в Турции продают даже зимнюю обувь на меху. Слушай, ну тут прям рай для девчат. А для мужиков есть тоже какая-нибудь Всё на обувь? нижнем этаже еще нижний этаж. Класс. Ой, тут что, еще и зимняя даже есть? И зимние есть, и зимнесезонные Слушай, подожди, есть. в Алании же нет зимы. Ну, приезжайте иногда, допустим, с натуральным мехом хотим. Ну, пока у нас только вот из натурального меха, видите, только вот эти 2 модели. О, Кожаный натуральный мех. Ну, еще поступление будет. А они сколько естественно. стоят? Они, ну, в пределах 600 лир. Че, и мне как туристу скидки даже будут, да, какие-то? Будут обязательно. Да? Обязательно топ всегда уместен. Я пересылал фотки жене, ей, кстати, очень понравились цены. Тогда я понял, как хорошо, что авиакомпании делают весовое ограничение на багаж. Через 15 минут пребывания в турецком магазине я оказался счастливым обладателем кожаной обуви. Не знаю, ей понравился и цвет, и модель, поэтому барабанная дробь. Слушай, да, походу придется брать. А я, кстати, даже не спросил, сколько они стоят. А, да? Они 300 лир. 300 лир – это 3000 рублей. Ну, ты сказала, что мне скидка будет, как русскому туристу. А, еще такое, у вас карта есть. Что, можно расплатиться? Или? Конечно, можно. А, можно, да? А как Аркадаша зовут? Эмин. Эмин, nasılsınız Эмин? Teşekkür ederim. А, скидку. Мне сказали, скидку сделают. Индирим я понял. Ne kadardı? 280 дают. За 280. За 280 дает.
Ну а чё нет? Хорошо, хорошим людям не жалко. Забираю. Вот так, из российского банка только что деньги перешли в турецкий. Сколько мы скидку сделали? Ого! Слушайте, вот это да, 50 лир. С вами приятно работать. Но на этом история не закончилась. Йилмаз, который окликнул меня на улице, оказался владельцем этого магазина. А ЕМЗ это что такое? Йилмаз? Подожди, Йилмаз, это вот как дядьку зовут? Да, этого? это вот Йилмаз, его сокращенный ЕМЗ. А, так это его магазин? Geldim. Ты хозяин, получается? Geldim. Эмин, пока. Спасибо, дружище. 50 лир я не забуду. Турок по имени Эмин, который пробивал мне чек, оказался его напарником. Когда ребята узнали, что я блогер из Питера и снимаю красоты Турции, они тут же велели напоить меня чаем. За чаепитием Йилмаз захотел показать мне свою родную деревню, где он родился и где теперь по наследству владеет банановой фермой. А я всегда мечтал узнать, как растут бананы. В этой поездке я узнал, что занятие сельским хозяйством в Турции очень прибыльно и активно поддерживается государством. Каждый клочок земли здесь используется по назначению. Растет в Турции практически все. Я видел и бескрайние банановые плантации, апельсиновые рощи, теплицы с баклажанами и огурцами, оливковые деревья и даже авокадо. Все эти овощи и фрукты прямо с деревьев были у нас во время застолья. Турки не только организовали для меня первоклассные посиделки, но и показали мне поистине живописные места, которые обычный отельный турист никогда не увидит. Но давайте обо всем по порядку. С раннего утра за мной приехал кортеж из 4 человек. У всех было отличное настроение, и мы тронулись в путь. Всем привет. Как дела, как настроение? Да, мне не важно. И давайте с вами. Оу! Так, всем еще раз большой привет. Başkan, привет. Йилмаз, Эмин. Катрин. Катрин. Привет, Катрин. А ты давно уже живешь в Турции? 3 года. А куда мы едем в 2 словах? Кто может рассказать? Сюрприз. Наш путь пролегал к живописной деревне Айтап-Аланья. И первое место, куда мы приехали, была фамильная банановая плантация моего друга, с которым вы уже знакомы. Бананы выращиваются в Турции более 100 лет, с тех пор, как еще в конце 19 века один турецкий торговец привез из Египта саженец и посадил его в своем саду. За последние 2 года производство бананов в Турции увеличилось в 2 раза и составило порядка 700 тысяч тонн. Однако на сегодняшний день местная продукция покрывает спрос во всей Турции только на 30%. Остальная же часть импортируется в Турцию из северной части Африки и Южной Америки. Оказалось, что бананы – это вовсе не пальмы, не деревья, а по сути вид одной из самых высоких трав в мире, похожий по своим свойствам на бамбук. Именно поэтому бананы растут с такой высотой и скоростью, достигая от 2 до 9 метров. Плодоносить банановое дерево начинает уже через год. Ровно столько длится и срок жизни каждого побега. Когда растения плодоносят, их обязательно подпирают деревянными или бамбуковыми жердями, чтобы они не сломались под тяжестью уже почти поспевших бананов. К слову, каждая такая гроздь весит 50-60 килограммов. После периода цветения и плодоношения побег сам засыхает и отмирает, освобождая дорогу своим молодым братьям. Бананы, растущие в теплицах, гораздо урожайнее, чем те, что растут на открытых плантациях. Если с одного растения, выращенного открытым способом, урожай достигает 30-40 килограмм, то с одного тепличного растения может достигать аж 110 килограммов. Мне стало очень интересно, сколько же человек должно работать на этой плантации, чтобы ухаживать за всем этим царством и собирать такой громадный урожай. Оказалось, 2 рабочих вполне хватает, чтобы собрать за один раз урожай весом в 10 тонн. Набрав свежих овощей из теплицы, мы двинулись дальше и оказались в красивом месте, где живет одноклассник Йилмаза со своей супругой. Merhaba.
Hoş geldiniz. Biri hadi. Ben bir şey kurcalamayalım. Tamam. Al şunları dolaba koy abi. Это прекрасная турецкая семья, которая отказалась от жизни в городе ради природы и фантастического вида на море. Там у нас состоялось теплое дружеское застолье, на котором я узнал, что место, где мы отдыхали, пользуется большим спросом у туристов, которые любят путешествовать по Турции дикарями. В палатках или кемпингах. Кому чужды переполненные отели и для кого важнее душевный отдых в тесной и дружной компании. Kayfıyım işte. Kayfıyım. Ben de kayım arabanın üstüne mi daha? Плотно отужинав, хозяин дома решил устроить для меня незабываемую экскурсию на крыше своего фургона. Правда, управление крупногабаритного транспортного средства он решил доверить своей хрупкой и очаровательной жене. Let's go! Столько эмоций и адреналина я не получал уже давно. Я увидел обычную сельскую жизнь в Турции, где люди по-прежнему активно занимаются физическим трудом и, на мой взгляд, выглядят куда более счастливыми, чем многие городские жители. Извилистые дороги, спуски и подъемы, морской воздух и фантастические виды навсегда останутся в моей памяти. Вот так обычное знакомство в турецком магазине обуви обернулось для меня настоящим приключением и знакомством с прекрасными людьми. К слову, хочу сказать, что выбранный мною подарок жене очень сильно понравился. Обувь действительно оказалась удобной и практичной. Так что, если будете в Алании, очень рекомендую помощь ребят. Тем более, они обещали скидку всем зрителям нашего канала. А моим друзьям с канала скидки будут? Я просто блогер. Это прям точно, да? И прям скидка натуральная будет. Так что будете отдыхать в Алании, вы знаете, где купить подарки со скидкой. Пока!